О, сколько часов. Для чего они принимают? Часы, которые можно починить, мы восстановим и продадим, остальное сдадим на приемку металла. Родители не против. Они приняли меня и полностью поддерживают. Сотовые телефоны беру ломом за 3000 кило. Но это только за кнопочные, потому что там есть золото. Немного золота. Надеюсь, не подхвачу грибок. Так что здесь централизованной канализации так таковой нету. Ничего не заплатили. У меня был единственный сын, но его убили. Осталось только 6 дочерей. Некому нас было защитить, теперь мы живем на улице. Всем доброго делийского утречка. Вчерашние пробы уличной еды дали о себе знать ближе к утру. С утра началась диарея. Благо есть все лекарства, которые могут на время это все остановить. Так, движуха начинается. Время у нас 8 утра. Мы идем навстречу с помощником. Хотя можно было бы перебиться, наверное, массалой. Не знаю, насколько это поможет. Честно говоря, что-то пихать в рот неохота. Потому что очень боязно. Я уже ни туалета, и искать здесь посреди улиц где-то что-то совсем не айс. Посмотри-ка. Опа. Это хороший. Ага. Фишка, короче, кто не понял, вот здесь, можно сказать, жвачка, к нему прилеплена нитка. Она проходит через эти игрушки, они очень легкие, они воздушные. И у него другая сторона в руке, и вот он ее сзади держит и поддергивает, и они танцуют. Вылавливают на улице людей, просто вот цепляются глазами. Стоит на него посмотреть, все. Он тут же выдвигается в твою сторону, чтобы тебя как-то заинтересовать своим предложением. Вот. Допустим, данный пожилой человек хотел меня привлечь к обмену валюты. Так, помощник уже ждет, подошел. В общем, вход в метро через рамку. Какая слабость местных людей? Ну вот, допустим, где-то пьют водку, где-то наркотики, а здесь что делают? Здесь алкоголь. Тоже алкоголь? Да. Но в Западе они получают наркотику из Пакистана, потому что граница у нас ближе. Так там же мусульманская страна, откуда там алкоголя столько? Нет алкоголя, наркотики. А, наркотики. Да. И здесь тоже, да? Здесь есть, но очень мало. В основном алкоголь, да, здесь? Да, да. А алкоголь они сами делают или в магазине покупают? Магазины. У нас есть один штат, называется Бихар. Там запретил алкоголь. Там они готовят сам по себе. Ага, самогонку, короче, гонят. Но я на улице не вижу прям пьяных людей. Да, нет. Ночью может быть. А днем где они? Днем-то их не видно. Я вот, честное слово, не видел пьяных. Но ночью все пьяные приходят на улицу. А. Но не так много, мало. Расскажи про пенсии здесь. Здесь есть у людей пенсии? Если у вас есть государственная служба, И сколько примерно пенсия? зависит от должности, но около 40 тысяч рублей. Получается, ты получишь фонд в конце твоей службы. Я думаю, что 2 миллиона. Это когда на пенсию выходит, да?
после этого пенсия начинается. Включал камеру, и тут прям рядом тряхануло, короче, грязный палас. Вообще пофигу, что я рядом стою. Такие маленькие районы, такие много людей живут. Поэтому Хоп-хоп-хоп. Я же говорю, им вообще без разницы, что рядом люди идут или не идут. Там такая грязюка, а он подметает в сторону людей. Явно он их обрызгает. Чем-то напоминает Бангладеш. Откуда здесь грязь? Дождей не было, ну сколько дней? Давно не было дождей. Откуда грязь? откуда? Да. Все, причину, короче, мы увидели. Каналюга течет. Да. Какая продолжительность здесь жизни? Сколько люди живут? 70. 70? Здесь? Ну молодцы, что могу сказать. В таких условиях и дожить до 70. Пока здесь слишком хорошо. Здесь люди богатые. Здесь богатые? Да, но они живут как бедные. Притворяются. Ёпсель-моксель. Давай что, прямо пройдем. Смотри, здесь не похоже на индусов. Как будто бы пакистанцы или афганцы. Мусульманские. Мусульманы У им нас просто. 20% людей, они мусульмане. Не мусульмане. Мусульмане. А, мусульмане? Да. А остальные Остальные индусы, буддисты, буддисты, сикхи. будто бы где-то на честных находишься. Здесь настолько едкий запах стоит. Вон можно заметить, как мужчина что-то ищет. Но я думаю, он найдет, наверное, что-то полезное. Здесь берег состоит из мусора. Здесь вода поднимается, уровень? Не знаешь? Во время Дождей? А, ну если посмотреть вот там на тряпки всякие, которые висят на проводах, что до туда доходит вода? Нет, вряд ли, там бы она бы туда в улицу бы затекала бы. На улице тоже. Затекает, что ли? Да. Вода. Когда много воды, да? Да. А, все же попадает. Но там трансформатор еще стоит. Они, получается, здесь живут, да? Это их дом, вот здесь справа. Да? Да. Почему здесь бросают мусор? Не, это не мы. Скорее всего, с того берега кидают мусор. Почему им бы не взять это все и прибрать, и будет чисто? Да, только один раз в год. А кто убирает это? Есть правительство у нас. Да? А ты знаешь, да? Да. Но не весь год, только один раз в год.
Но я понял. Но здесь бывает, что здесь чисто, да? Да, да, да. И в каком месяце это убирается он? У нас убирают только во время дождей. Но во время дождей просто же водой все смывает. Да и убирают так себе, очень плохо. То есть, получается, государство плохо убирается, да? А почему самим тогда не убраться? Здесь очень много мусульман, а правящая партия у нас индуистская. Поэтому государство неохотно помогает нам. Они здесь вообще законно живут? Вот эти вот постройки? Нет, незаконно. А вот здесь плату берут за то, что они здесь живут? Это их квартиры? Собственно. А они за нее не платят ничего? Здесь нету квартплаты, коммунальные платежи? Ну, собственно, не коммунальный. Ты никому не платишь, да? Вот здесь живешь и все бесплатно, да? Да, бесплатно. Но там в квартирах ничего нет, ни Не туалета. покупали уже квартиру. Не, я понял, а там внутри есть туалет, Да, да, туалет есть. ванна. Да, да, все есть. Это все есть? Да, да. Ну, газа нету, наверное, да? На газа нет. Скажи ему, что раньше здесь были наши дома, а сейчас одни руины. Власти все снесли. Нас хотят отсюда выгнать, поэтому лишают нас крова. Я имел трехэтажный дом там. А он, получается, был незаконно построен, да? Ну да, нелегально, но он простоял здесь 20 лет, и они взяли и снесли. А что-нибудь заплатили за то, что они снесли? Ничего не заплатили. У меня был единственный сын, но его убили. Осталось только 6 дочерей. Некому нас было защитить, теперь мы живем на улице. Ну, скажу так, что, скорее всего, их предупреждали. Они просто сказали, что их не предупреждали. У нас тоже снесли здесь стоянку, но мы все равно будем здесь ставить свои машины, потому что негде больше ставить. Ну, здесь, я думаю, ничего не поменялось, как они здесь были, жили, так и они здесь и остались. Но в таких условиях здесь жить, конечно. И самое печальное то, что люди не стараются отсюда уехать куда-то, Да. перебраться в лучший район. Уехали из своего рода. А, они уже уехали куда? Там еще хуже, да? Но я скажу, что место они выбрали для переезда неудачное. Да. Здесь бизнесмен какой-то есть. Джинсы красят, да? Вот, это же химия, краска. Да, химия. Да, и, Да, там они продаются очень дешевле. да, но они же куда-то это все сливают. Да. Опять вон туда, в реку. Как же много он готовит. Трансформаторы. Здесь он принимает трансформаторы, да? Да, да. Блин, его в зале его нету. Привет, хай. А какие расценки? Сколько стоит вот железо за килограмм? Вообще металл я принимаю за 100 рублей кило. Если с примесями, то дешевле. 100 рупий за килограмм? Да. Это довольно-таки хорошая цена. А что еще принимает? Все железное и электронное беру. Сотовые телефоны беру ломом за 3000 кило. Но это только за кнопочные, потому что там есть золото. Немного золота. Но я только перекуп. Они здесь все принимают. Тоже. Это хай. Они, получается, вы разбираете на золото, да? Нет, А для чего вы разбираете? глупые вопросы не задавай на камеру. Это незаконное занятие. Ну, в общем, все для переработки. Здесь все устроено для переработки.
Самый главный вопрос не задали. А где они, ну, где телефоны берут те, кто сюда приносит, сдает? В таких количествах. Не по одному же приносят, сдают, наверное. Мешками. Собирают на свалках. Магазин телефона. Но. Там, если у меня есть плохой мобильник. А, ты им сдаешь, да? Да. Продаешь. И он дает мне деньги. Да, если здесь 100 рублей берет, он, наверное, 50 Да. даст, да, рупий. Hi, guys. Hi, guys. Сейчас залезу туда. Опа-ла. О, сколько часов. Для чего они принимают? Часы, которые можно починить, мы восстановим и продадим, остальное сдадим на приемку металла. А за сколько за килограмм вот они продают? 200 или 300 за кило. Good luck, guys. Так, стартовый. Провода. Все вот. Мышки всякое, зарядники. Тут же колесо от чемодана, платы. Так, все, мы правильно вышли. Вон сколько. Принимать золото это нелегально. Нелегально? Ну, они так ясно не скажут. А, не говорят, да? Вот принимают всякие. Хай. Сколько стоит вот это вот за килограмм? Я скупаю за 600 рублей, перебираю и продаю дороже. Тут очень большая конкуренция. Так, давай-ка у него спросим. Хай. Сдаешь потом это все, да? Ну, отсортировку делает металла, да? Да, на разнице цены зарабатываю. Но это, конечно, словами тяжело описать, поэтому показываю, как все есть на самом деле. Если полезнее вещи, он собирает. Да, вот мужчина что-то собирает непонятное. Хотя здесь можно было бы собрать пластик. Это все на переработку. Но вот смотри, говорят, что весь мусор приплывает отсюда, откуда-то, да? Да. Но вот ты посмотри, здесь везде лежат стаканчики от масалы, от чая. Это все они же сами сюда Да, бросают. они тоже сами. Все загрязняют. Так что, ну, конечно, лучше сказать, что это кто-то делает, но не мы. Когда... Я думаю, что 30% они кидают. Вот, допустим, если посмотреть прямо, вся канализация, она по внешке идет. И вот все выливается вниз в эту реку. Так что здесь централизованной канализации так таковой нету. Ну вот вам и ответы, почему здесь все грязно. Здесь, получается, фекалии все стекают прямо в эту реку, и местное население просто сами загаживают этот водоем. Это даже не водоем, это водосток. Просто водосток, сточный сток. Он течет как река. Да, он течет как река. Это обычная каналюга, внешняя каналюга. У нас она течет по трубам под землей, а здесь она течет на поверхности. Вот, и если бы местные жители бы здесь сами бы относились к этому как-то поответственнее, то и не было бы здесь такого. Вот вам видно же, как прям говно течет. Хай. Сколько стоит килограмм? 10 тысяч за кило. Здесь у них что там? Одни жесткие. Жесткие диски одни. Здесь телефоны. Телефонов очень много.
Здесь местное население, они уже не замечают ни эту реку, да, им уже без разницы. Привыкли уже, да. Они уже окрикивают, что я иду снимаю, да? Да. В Дагестане, да? Да. Да, у нас, в принципе, и в России везде так же. И козлы, и коровы. Вот, здесь еще снимают. Вот скажи, а тебе самому какая страна более интересна, кроме вот своей? Где бы ты себя хотел бы видеть, в какой стране? Моя любимая страна. Да, ну, где бы ты хотел жить? Может быть, я люблю Россию. Россию? Прежде всего, я хочу работать в России. Как переводчик русский язык хинди. Когда у меня будут деньги некоторые, тогда я хочу уехать в Западную Европу, в Германию. А почему она тебя привлекает? Потому что Германия, да? Да, почему Германия? Там много индийцев, и это очень легкая страна. Индус это религия. А, это... Если вы говорите... Это не гражданин. Нет, индус это религия, мусульманин это тоже религия. Если вы хотите сказать индийские, тогда это индиец. Индиец? Я индиец. А, ты индиец. Да. Не индус, получается. Нет. Индус Всё. это просто если... Это моя ошибка, наверное, тогда, как я говорю. Я думаю, что как во время Советского Союза так, это термин. А, закрепился, да? Да. Давай. Да, здесь меди сколько. Hi, guys. Они трансформаторы принимают. Да. И сколько стоит вот трансформатор? Ну, просто сломанный. 150 рублей за кило. А, ну они так-то тяжелые. Вот они его разбирают. А нет, это еще не разбирают. Вот он разбирает. Они расслабляются, когда они спрашивают, откуда я, ты говоришь с России, да, и они сразу такие, ладно, нормально, да? А к американцам и к европейцам они негативно, да, относятся? Да, негативно. Негативно? Да. Сейчас пройдем. Все считают Россию очень хороший друг. Во время Советского Союза, Во время чего? они помогали нам во время войны. Да, было. В 1961 году. В 61-м. 60. Когда была война с Пакистаном. Hi, guys. Сколько у вас получается заработать за один день? 600-800 рублей за день. А много приносит? У вас же конкуренция большая здесь. Очень много. Хай. Ты здесь работаешь, да? Я работяга. Sorry.
Вообще бы куда-нибудь покушать зайти, да? У меня уже кушать хочу. Ты же тоже голодный. А, тебе здесь неохота. Я не буду. Hello. Это биф? Ну, говядина, да? Или здесь говядина? Да, А сколько стоит килограмм мяса? 320 рублей. Дешево? Да, дешево. Очень дешево. Ну и свежее мясо видно. Есть корову нельзя. Нельзя. Да. Тут везде мечети. Всё. Тут, короче, вот бывает дождь, обычный дождь. Здесь у них дождь из какашек. Здесь очень много птиц. Да-да-да, вижу, спасибо. Чуть не вляпался, в счастье. И вот то и дело сверху какашки прилетают. Hi guys. Так, вот мы смотрим. Граница. Вон, можно наблюдать, в принципе, вот там экскаватор стоит, и он, скорее всего, да, собирает? Да, Или он какую-то другую работу делает? Он собирает. И это получается, он в таких масштабах, они отсюда собирают мусор и все равно не могут очистить, да? Не успевают, да? Да, нет. Твоя лавка. Сколько получается заработать за один день? 4000 грязными. Чистыми где-то 1000 или 1500 рублей. Да, в общем, я свое мнение говорить не буду, я же всего лишь здесь в роли наблюдателя. Поэтому выводы сделайте сами. Здесь, по сути, просто дома, как коробки. Там внутри... А вода вообще есть там, да? Да, вода есть. Но вода, скорее всего, грязная, наверное. Получается, если он этого делать не будет, то вода здесь поднимется. Вроде бы мусульманская, да, здесь часть, но женщины одни ходят. Множество домохозяек. Ну, они все, наверное, домохозяйки. А, это вот стритфуд здесь, да? Здесь, ну-ка гляну. Су. Су. Ну, нормально. Я вижу, вижу. Hi. क्या हाँ उर्दू बात सर सही बात देखो किसी Five rupees, окей. Окей, я знаю. Ну, смотри-ка, ну-ка. Лэптопы. Hi, guys. Сколько стоит вот один старый им сдать? 1000 за кило. बनाया नहीं है पहला फोटो
Получается, кто держит здесь вот магазин, помещение, он сразу босс, да? Да. И он сам не работает. А И у него есть ручка в руке, он босс. А сколько стоит, думаешь, здесь помещение? 2 миллиона рублей. Ты здесь живешь, да? Да, А хотел бы отсюда переехать? работа у меня здесь. А почему продолжают загрязнять они вот сами вот эту вот свалку? Да я тоже за чистоту, но вот с этого здания бросают весь мусор в реку, это все они. Каждый месяц здесь чистит трактор, но через пару дней картина прежняя. Я, допустим, весь мусор бросаю только в мусорку. Thanks. Да, здесь были. Но мы здесь, вы так вышли туда, а мы сейчас завернем направо. Так-то здесь люди простые, не злые, не агрессивные. А знаешь, сколько я видео посмотрел вот про это место? И все говорили, что здесь очень опасно. Здесь очень злые люди. Но это не так. Они это не вылавливают вот этим ограждением мусор оттуда. Они не дают вот, чтобы с этой части, да. кто выбрасывает отсюда вот сюда мусор, чтобы он в реку уходил. Чтобы он здесь собирался, короче. И отсюда они уже экскаватором будут забирать. Вот решение. Может, кокос возьмем? Что? Может, говорю, кокос возьмем? Да. Но он же нормальный будет. Да. Я заплачу этот. Давай 2 штуки пусть сделает. Тебе и мне. Сколько стоит? 60. 70. Как раз 60 за одну штуку. Ладно, вот надо заплатить за 2. Как раз. Ну, попробуем первый в этом. Местные что-то обращались, смеются. Вкусный. Очень нормально. Почему в Индии много геев?
А? Он мне одну версию сказал. Я вот хочу теперь услышать, что ты сказал. Что трудно найти девушку. Трудно найти девушку. Да, потому что наше общество, это не так обычно, что женщина и мужчина не могут гулять вместе и сидеть где-то вместе. Не могут. Не могут. А у меня еще есть версия из-за того, что девушку очень дорого ее обслуживать, содержать. Да. Очень много денег надо. И она не работает, как правило. Индийские девушки не так нужно много денег. Не нужно много денег? Нет. Только любовь. Но они же не работают, да? Да, не работают. Но в Индии были такие случаи много раз. Как он мужчина, он так водитель тук-тука. И женщина, она очень богатая. А как вообще замуж здесь выходит? Родители женят или как? Родители. Ну вот у родителей, есть дочь. Как она выходит замуж? Родители ищут? Да, родители спрашивают своих родственников, если кто-то не замужен из своего каста, они только замужат в касте, внутри каста. Получается, родственник на родственнике женится Да. потом? Да. Это как цыгане делают. Ты знаешь, Да, цыгане? А как происходит вот с парнями? С парнями? Да. Я тоже не знаю. Но, например, они встретили в университете Ага. или в школе. Ага. Они оба сказали, что мне нравится мужчина. Мужчина мне нравится. Они признались. Да. Подожди, тогда получается, они не подстраиваются под ситуацию от того, что нету девушек, они изначально любят мальчика. Да. И здесь получается большинство таких, что ли? Да, но я читал какое-то исследование. Там была причина, что в Индии девушка и мужчина не так много встречают. Поэтому мужчины, они потеряют эмоции для женщин, если они не так часто встречаются с женщинами. Опять же таки, получается, виноваты, опять же, девушки и женщины, да? Да. То, что мужчины становятся геями. Так ведь, да? Да. Вот у тебя в окружении много таких? Мой университет так он либеральный, свободный. Там есть некоторые геи, но не так много. Я думаю, что может быть 1%. 1%. Да. Но ты к этому тоже нейтрально. Здесь в Индии к этому нейтрально, да, относятся? Нет, негативно. Негативно относятся все-таки? Да. А, У нас есть право для гей или лесбиян, это ЛГБТ, да? да, ЛГБТ. Теперь У него есть право, они могут жить вместе. и пожениться тоже могут. Пожениться могут, но они не могут, что дети легально так воспитывают дети. Они могут детей брать? Нет. Не могут. Значит, не совсем легально, да, это? Не совсем. Просто они могут жениться. А почему тогда здесь принято, что вот парни идут и за руки все держатся? Это форма дружбы. это форма дружбы просто, я да? тоже с вами могу. Немножко понятно стало, как здесь все устроено. Это не как символ гея, но просто Все, я понял. друга. Да, я понял. Пойдем дальше. Ай. Атмосферненько здесь, атмосферненько. Улицы очень узкие. Все протискиваются. Ну и мы. Да, тут, конечно. Хай. Что, она ругается или что? Чтобы вы понимали, здесь все в говне. Все в говне. No. No, no,
करो कैमरा Я уж понял. Это батареи? बैटरी है разбирается. Весов здесь не видно, да? Ну это же вот остатки производства получается. О, что за канал? Как твое имя? Дэн. Ребят, вы что, вы живете здесь, да? Ага, И что, как вам здесь место? Да все нормально. Если сказать по правде, то из-за грязи охота отсюда уехать, потому что в квартирах находятся швейные цеха, и они бросают обрезки ткани в окно, поэтому здесь горы мусора. Они экономят на оплате за вывоз мусора и бросают все с окна. А вообще, вы планируете отсюда, как вот подрастете, уехать? Нет, здесь находится моя работа и мой дом. Куда мне идти? Здесь настроена работа под нас. Здесь у родителей фабрика, как раз в этом доме, но они оплачивают за вывоз мусора. Ну вот пока мы сейчас стоим здесь, наблюдаем, вот видно, что сверху бросают, короче. Я же говорю, это все соседи мусорят, из-за них такая свалка здесь. А вы сами вообще в школе учитесь или в колледже? А какой класс? 8. А кем хотите стать, вот когда вырастете? Хочу быть игроком в крикет. Все вроде бы рядом. Здесь уже все цивильно. Здесь, короче, затор. О, бля. По ноге, короче, проехал чувак мне. А, вот из-за кого тут пробка. Не габарит везут. Медленно, медленно, но верно. Вот эти колеса у них, они не воздушные, не пневмо. Это литая резина. Потому что какая резина выдержит такой груз? У нас такой груз на газелях возят. Вот химия идет. Получается, красят они вещи и сюда все сливают. А потом говорят, сосед виноват, что мусор льет. Ужас, ужас. Вообще не заморачиваются, просто едут и все. Куда хочешь, туда и прыгай. Здесь поспокойней. Получается, здесь бизнесом в основном мусульмане занимаются, да? Это их район. Да, их район. Все, короче, тук-тукер встал. Насколько старая эта часть Дели? 100 лет. 100 лет где-то? После независимости нашей создали два страны, Пакистан и Индия. Раньше только была одна большая страна, Индия. Мусульмане, которые были большинство в районе, эти части были в Пакистане, в котором были индусов много. Они соединяли в Индии, настоящей Индии.
слушать. Вот, это другая сторона этой трущобы. И все засрато, абсолютно все. И вот, как вы видите, мусор весь, он просто выброшен из окон, ну, может быть, с крыши. Но то, что из здания, это факт. И если посмотреть на то, где висят этот мусор, эти вещи, остатки от производства, они все висят вот здесь, на мосту. Соответственно, здесь, скорее всего, вода так сильно поднимается, когда здесь дожди. Здесь вот местные трущобы, где люди живут. Здесь же живут, там же вот стираются, моются. И, скорее всего, что-то здесь же и производят. Так, ну все, с рынком закончили. Теперь выдвигаемся на поиски главной местной экзотики. Ищем представителей третьего пола. Ну, вы поняли, тех самых ледибоев. Посмотрим, где они тут прячутся и насколько реальность совпадает с легендами. Погнали. Аиша? А как давно ты, Аиша? Все началось 8 лет назад. Ты себя считаешь мужчиной или женщиной? Женщиной. Как ты пришла к этому? Когда я была в 8 классе, я поняла, что мне нравятся мальчики. И тогда я поняла, что не хочу быть мальчиком. У тебя родители есть? Да, у меня полноценная обычная семья. А как они относятся к этому? Родители не против. Они приняли меня и полностью поддерживают. Как твоя жизнь поменялась? В 12 лет мой учитель помог мне понять, кто я. С тех пор моя жизнь изменилась к лучшему. А сейчас кем ты работаешь? Я просто прошу деньги у прохожих. А кем ты себя видишь в будущем? Сейчас я очень счастлива и не хочу что-то менять в будущем, живу и кайфую. Просто хочу больше денег. А как же дети? У меня есть один приемный сын, но меня не привлекает быть домработницей. Я хочу зарабатывать больше денег. Хотя муж готов содержать меня. Окей, бабу, ступай себе. Я пожелаю тебе счастья, большой-большой удачи. Чтоб твоя судьба была ровная, как сари после утюга, и светлая, как утренняя заря. Пусть Бог отведет от тебя все беды, а неудачи разбегаются от твоего порога, как тараканы от света. Еще один такой вопрос. Сколько он тратит на содержание себя, в этом виде в месяц? Ты знаешь, содержать себя – это большая работа. Сари каждый месяц новые, 1000. Украшения, бинди, косметика хорошая, еще деньги. Пуджа, подношения в храме, цветы – без этого нельзя. Вот и набегает под 70 000 рупий. Зато люди видят, настоящая хиджра пришла, благословение настоящее. Меня все пугали, что хиджру нужно бояться, но в жизни все проще. Хиджра живет своей обычной жизнью и бояться тут нечего. Передо мной просто обычный был человек. Штаб-квартира полиции. Головной офис, так сказать. Тебе эта культура не знакома, эта религия? Она знакома мне. И что можешь такого основного можешь сказать про это? Как другие религии считают, что если ты читаешь книгу нашу, и тогда ты получаешь, как ты встретишься с Богом на небе. Но они считают, что если ты делаешь службу более и более, тогда ты встречаешь с Богом. Поэтому они так кормят бесплатно всем людям. И вот здесь они вот всем разливают. Вот, Да, можешь подойти, типа выпить. Да. Они все волонтеры. Бесплатно работают. Ты хочешь попить? Нет, я не хочу. Почему не хочешь? Вот Я скажи, уже пил. скажи честно, ты брезгуешь, да? Нет, это чистая вода. Я покажу. Почему привкус какой-то? Какой-то привкус у воды. Днем они дарят тоже сок в этом же стакане.
И теперь они, получается, этот стакан не моют, и просто вот они споласкивают и новую дают, споласкивают и новую дают. Когда я был на Шри-Ланке и поднимался на пик Адама, мы там пили чай. Пили чай с кружек, с которых пили другие до нас. После чего мы все слегли с диареей. Абсолютно все. Как я помню, на всем спуске с пика Адама до низу было 14 туалетов. Ну, я это запомнил надолго, потому что я их считал. И здесь не будут, я обещаю. Нужно снимать обувь. Надеюсь, не подхвачу грибок. Внутри храма поснимать не удалось, там с этим очень строго, куча волонтеров на каждом шагу, которые только и делают, что следят, чтобы никто не включал камеру. Каждый раз, когда я пробовал что-то снять, меня тут же отдергивали. Реально, за камерами там охотятся не на шутку. И это очень печально, то, что не получилось что-то снять. Так, заходим в столовую храма, здесь готовят абсолютно бесплатно. И готовят бесплатно, и кормят бесплатно. В общем, здесь все держится на волонтерах. Такая религия. Религия называется, еще раз скажу, сик. Как видите, я в шапочке. Религия называется сик, и она поддерживается именно за счет благотворительности. Здесь можно поесть в течение всего дня, в любое время. Ну и, соответственно, без ограничения. И в связи с этим сюда люди приходят просто покушать. Сейчас попробую снять, надеюсь, блядь, не выгонят меня отсюда, что я снимаю. В общем, вот так все сидим. По этому проходу ходят и накладываются. С виду это типа плова или рис со специями и каша гречневая. Гречневая, говорю, гороховая. И, кстати, в основном горох. В общем, приходится с телефона снимать, камеру сразу видят и по рукам дают. Вот такой обед. Так, короче, я тут не палюсь потихонечку, снимаю, но ругаются. Очень строго относятся к съемкам, поэтому приходится прятать. Ну, на первый взгляд, виды нормальные. В самом храме съемка строго запрещена, и теперь я понимаю почему. Дело не просто в правилах. Часто люди снимают здесь видео, а потом накладывают какую-то дурацкую музыку или издеваются в комментариях. Для сикхов это страшное оскорбление веры. И здесь с этим не шутят. Были реальные случаи, когда волонтеры доходили до крайностей и даже убивали за осквернение их святынь. Так что их агрессия — это защита от хайпа и хейта. Благо, самолет ложку забрал. Ой, что-то хрустнуло. Все оставлять нельзя, нужно все доесть. Не острая. Людей примерно, ну, здесь человек 100, наверное, будет.
Выглядит вообще отвратно. На первый взгляд это очень брезгливо выглядит. Не буду говорить, на что похоже, но ну и на вкус прям я бы не сказал, что прям вкусно. Поесть, чтобы просто не сдохнуть от голода. Без особого наслаждения. По-любому. Опыт у меня такой вообще в первый раз, конечно. Остро, но в меру. В общем, не доели мы. И несем сдавать. Ой, как здесь мокро. Туда заходить нельзя, да? Почему не доели? Доедайте, я не приму, так не положено. Это турист, и для него это острая еда, поэтому он не доел. Не задерживайте очередь, доедайте и сдавайте. Ты слышишь, что я говорю? Он все равно не доест. Ругаются, короче, то, что я не доел. В общем, даже принимать посуду не хотели. Сказал, что это острое. Здесь местные служители, которые здесь служат, работают. Никто не постоянно работает. Но, кстати, они все местные, да? Да, местные. Которые живут в деле только. А у них здесь своего общежития, ничего такого нету? Для волонтеров нету? А храм ночью работает? Да. Круглосуточно? Да, круглосуточно. И здесь покушать можно в любое время, да? Да. В общем, если вы прилетели в Дели и у вас нет денег поесть, пожалуйста, приходите, кушайте. После приема пищи можно поспать, полежать, почилить, в общем. Принцип этой религии заключается в том, чтобы помогать другим. Да, И это и считается служением. да, на служение. Все сам работают, другие работы, например, как бизнесмен, как офицер. Все одинаковые. А такие приходят сюда? Да, Серьезно? да. Поэтому они сказали нам, лучше снимать обуви. Потому что они считают, что обувь показывает твои В класс. храме волонтеры буквально препятствовали каждому кадру. На выходе под их натиском пришлось все-таки стереть, но основную часть материала я сохранил. Правда, полноценного финала не получилось, так что, увы, вы увидели то, что удалось вынести. Иду по этой улице и почему-то вид напоминает фильм «Пляж». Правда, там дело было в Таиланде. Но здесь, допустим, в Дели, некоторые улицы, они немного схожи с Таиландом. А схожи именно этими вывесками светящимися. Прям в стиле Таиланда, но Таиланда не нынешнего времени, а именно тех времен, где-то там 2000-2010. Да. Как-то нужно перемахнуть через ограждение, разделяющую дорогу. Мне надо по ту сторону. Но здесь идет вот такой вот бетонный забор. И я почему-то не вижу, чтобы там где-то перепрыгивали. Если местные не перепрыгивают, то и мне, я думаю, не стоит. На дороге случился коллапс. Вон у них буйвол отцепился. И телега встала. А телега не на шутку везет, я не знаю, насколько там,
тонны 2-3 точно есть. Это металлический швеллер. Буйвола обратно в ВОЗ, и мне даже интересно, как он это все потянет. И здесь еще впереди пригорок, и довольно-таки крутой. Буйвол не может. Это надо же так издеваться над коровой. Это налегается, она не может. Он, точнее, не может тащить. Жалко, конечно, зверину. Что ты там наснимал? Быстро все удаляй. Удаляй, чтоб я видел. Час пик начинается примерно к 8, 7-8. Это когда, скорее всего, люди возвращаются с работы, и им нужно, во-первых, кому-то нужно покушать. Они идут вот в уличные местные лавки. И, кто-то просто тупо с работы едет. И тут получается транспортный коллапс. Реально не на шутку. Все едут, задевают друг друга, и никто, не предъявляет друг другу претензий. Задели, проехали, поехали дальше. Вот уличная еда, но это прям совсем трэш. Это 100% диарея, вот 100%. Вот смотрите, это разве не коллапс? Это, между прочим, регулируемый перекресток. Но на деле он ни хрена не регулируемый. Очень много здесь чехоточников. Скорее всего, это из-за того, что ночью очень холодно, очень. Hello. О. Томато? Томато spicy. Chicken is spicy. Не spicy? Spicy. This chicken is spicy. Не spicy. This tomato, Indian tomato. Это суп? Yeah, that's good. Короче, до пюреобразного будет доводить. И получится суп-пюре. Здесь, как обычно, блинчики. Здесь у них что? Здесь что-то совсем для местного населения. Жарит, парит. Еще что-то. Здесь просто жареные овощи. Later. Все стандартно, ничего необычного. Клиентов, скажу, немного. Зазывает каждый, и у них всех почти пусто. Но нет, не всех, вру. Здесь нормально у них. О, это что? Sweet? Milk? Это похоже на милк и шкура, как будто бы свиная шкурка. Так. Картошку жарят. Later. Italian food. Italian food. Насмешил, конечно. Да, фруктов надо бы тоже прикупить. Виноград. Продавец слишком современный и 100% накрутит. Как пить дать. Я стараюсь брать таких бедненьких, у которых скудный ларек.
У них цены по 50 в основном за килограмм, 50 за апельсины, мандарины, 50 гуавы. Да, короче, почти все фрукты за 50. Ну что, на этой ноте и будем закругляться. Видео вышло с приключениями, но как есть. Если досмотрели до этого момента и вам зашел такой формат, обязательно подписывайтесь на канал и прожимайте лайк. Ваша поддержка сейчас очень кстати.